Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить десерт в виде торта. Десерт очень вкусный и имеет насыщенный шоколадный вкус. Готовится быстро и легко, просто все смешали и даем стабилизироваться. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт-десерт диаметром 17 см, высотой 5 см и весом 400 граммов. Давайте приготовим. В чашу выкладываем 400 граммов густого натурального йогурта без добавок. По желанию йогурт можно заменить нежирной сметаной. Добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао, 250 граммов сгущенного молока. Перемешиваем до однородного состояния. Высыпаем 180 граммов овсяных хлопьев быстрого приготовления. У меня хлопья, которые завариваются за 1 минуту. Добавляем 120 граммов измельченного обжаренного арахиса. Арахис можно заменить любыми орехами по вашему вкусу. Перемешиваем до однородного состояния. Сначала масса не густая. Оставляем ее на столе минут на 15-20, чтобы овсяные хлопья набухли. Когда овсяные хлопья набухнут, масса будет иметь вот такую консистенцию. Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 180 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Добавляем растопленный шоколад в подготовленную массу и перемешиваем до однородного состояния. Шоколадная масса готова. Для прослойки я использую 100 граммов замороженной вишни. Вишня без косточек, и заранее ее размораживать не надо. На тарелку устанавливаем форму и ацетатную пленку. Выкладываем 1/3 часть шоколадной массы в форму и разравниваем. На шоколадную массу выкладываем половину замороженной вишни. Вместо замороженной вишни можно использовать свежую. Вишню покрываем 1/3 частью шоколадной массы. Шоколадную массу разравниваем. Выкладываем оставшуюся вишню. Вишню не кладите близко к форме, кладите так, чтобы ее можно было полностью закрыть шоколадной массой. На вишню выкладываем оставшуюся шоколадную массу и разравниваем. Убираем торт в холодильник и приготовим глазурь. В сотейник высыпаем 20 граммов или 2 столовые ложки без верха какао, 70 граммов или 3,5 столовые ложки без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 100 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния. Ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 50 граммов сливочного масла. Для удобства я его порезала кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Откладываем примерно 2 столовые ложки глазури. Этой глазурью мы обмажем бок торта. Оставшейся глазурью заливаем торт. И равномерно ее распределяем по поверхности. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник стабилизироваться и охладиться на 2-3 часа. Можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы и пленки. Отложенной глазурью обмажем бок торта. Сверху по краю я посыпаю торт шоколадной крошкой.
торт готов, его можно подавать к столу. Торт имеет насыщенный шоколадно-ореховый вкус и приятную легкую кислинку от вишни. Овсяные хлопья совсем не чувствуются. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.